Ребята, всем привет! Короче, сегодня тратим 1 миллион поинтов из Поднебесья и будем делать зачарование шмота зачарования меча. Так, он у меня на 15 уровне, у меня есть 224 камня, как видно. Да, и у меня есть 1 миллион поинтов в магазине Поднебесья. Мы покупаем здесь камни. 502 камня. Есть. Я хочу просто посчитать и примерно понять, сколько нужно времени для того, чтобы зачаровать все 8 вещей. Еще есть же артефакты. То есть еще и артефакты нужно будет. Но у меня пока артефакты не солнечные, поэтому будем смотреть здесь. В общем, смотрите, информация какая. Пока я копил 1 миллион поинтов в Поднебесье, у меня скопилось еще вот 200 с чем-то, 200 с лишним камней. То есть в итоге получилось 700. На это ушло примерно 30 дней. То есть 1 месяц. Вот, то есть будем исходить из того, что 700 камней делаются за 1 месяц. Так, у меня здесь 15 уровень. И сейчас будем смотреть, сколько уровней мы сможем поднять. Поехали. Не буду я долго тянуть. Сразу буду вливать. Так. Ой, повезло. На последнюю с одного раза зачаровалась. Но в итоге получилось, смотрите, с 15 уровня мы смогли поднять до 22. Да? То есть всего-навсего, с учетом везения, у нас получилось 7 уровней. Всего 7 уровней за 1 месяц. Понятное дело, что на самых первых уровнях зачарования, когда у тебя первый уровень, там второй, третий, там немножко шанс зачарования выше, да, и было бы больше уровней зачарования. Вот, но я хотел именно проверить, когда мы начинаем с шанса 1%. То есть получается, у нас вещь на максимальный уровень зачаровывается 45, да? То есть где-то начиная с 10 уровня, там шанс зачарования становится единица, да? То есть 1 месяц нужно, чтобы сделать 7 зачарований. 1 месяц. Так, у нас 8 вещей. Мы умножаем на 45. Это получается 360. Отнимаем 60. Это те 60 единиц, которые с хорошим шансом. Мы их не берем в расчет. Грубо округляем до 300. 300 нам нужно разделить на 7. И у нас получается 42. Ой, 42 месяца. Получается так. Правильно? Короче, для того, чтобы зачаровать все вещи до 45 уровня, я думаю, нужен не 1 год. Я думаю, нужен не 1 год. Судя по цифрам, если я нигде не ошибся в расчетах, 42 месяца. Да, то есть это порядка там 3,5 лет нужно для того, чтобы сделать полное зачарование.
Вот, возможно, будут появляться еще какие-то ивенты, плюс там где-то что-то упадет с доната, ну и так далее, да. Но в любом случае это точно, ну, не меньше 2 лет, прям 100%. То есть 2 года нужно 100% будет фармить каждый месяц в Поднебесье для того, чтобы сделать полное зачарование. Но смотрите, здесь важно понимать, что я посчитал это в чистом виде. То есть только за счет фарма в Поднебесье. У нас же еще также есть ежемесячный обмен, в котором тоже можно эти камни добывать, обменивать. И таким образом время, которое потребуется для того, чтобы сделать полное зачарование всех вещей, оно сокращается. Вот, но здесь важно также добавить, что первый год игры, как минимум, все, что происходит в ежемесячном обмене, вы не обмениваете на камни, вы обмениваете на коней, на вещи, еще на какие-то предметы, которые вам нужны, да, потому что они дадут в общем гораздо больше профита, то есть гораздо больший результат, чем если вы будете прям с самого начала игры весь обмен делать только на вот эти камни для зачарования. Поэтому, как бы не хотелось время сократить, да, но получается так, что все равно уйдет на это несколько лет. Эти цифры очень удручают, потому что это очень долго. Очень долго. Я, конечно, думал, что это будет все побыстрее. Вот. Возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что в следующем году максимум, что получится сделать, это 3 вещи. Это дозачаровать меч и сделать зачарование 2 вот этих вот брошей. В день максимум получается сделать 30-40 тысяч очков в Поднебесье. Вот, и это очень мало, конечно. Ладно, вот такой небольшой тест. Всем пока. Увидимся, услышимся в новых видео.